Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Дом моды Макс Мара. Здесь умеют показать, что такое настоящая роскошь. В рамках недели моды в Милане именитый итальянский бренд представил на подиуме блистательную коллекцию осень-зима 2023-2024. На сегодняшний день модные критики называют ее самой лучшей из того, что Ян Гриффитс предложил для Макс Мара. Новая линейка стильных ансамблей вобрала в себя силуэты XVIII века, романтическое настроение, исключительные по качеству материалы, а еще была приправлена толикой элегантного панка. На первый взгляд, довольно простой гардероб оказался великолепным воплощением идеи современной роскоши. От модных образов веет спокойствием и благополучием, что вкратце можно обозначить как новый старый итальянский шик. Все началось с решения бренда спонсировать реставрацию коллекции произведений искусства XVIII века, которой владеет музей Гюльбенкиана в Лиссабоне, где прошлой весной состоялась презентация круизной линейки Макс Мара. Уже тогда креативный директор компании Ян Гриффитс посмотрел на далекую от нас эпоху под другим углом и нашел, что те времена были очень похожи на наши. Со слов дизайнера, к примеру, люди тогда общались и обменивались идеями в кофейнях, а теперь это можно сравнить с популярными соцсетями. Обратившись к биографии Вольтера, Ян узнал об Эмили Дюшатле, возлюбленной и многолетней музе великого мыслителя. Эта талантливая женщина совершила немалый вклад во французское просвещение. Ее интерес к науке был совсем нетипичным для женщин тех лет. Как с восторгом отметил Гриффитс, она намного опередила свое время. Дизайнер решил сегодня создать одежду, которая, по его мнению, понравилась бы как рациональной Эмили, так и нашим современницам. Ключевым элементом коллекции уже по давно сложившейся традиции стало пальто. В новой линейке Макс Мара было представлено немало самых разных фасонов, что с учетом холодного сезона вполне логично. Есть несколько моделей пальто-халат из шерсти, кашемира, жаккарда, меха с коротким ворсом, либо стеганые. Подобные вариации на тему японского кимоно появились в Европе еще в 17 веке. При этом не осталась в стороне неизменная классика – строгая, минималистичная. Двубортные пальто в бежевом, молочном или сером вы сегодня увидите как в максимальной длине, так и в укороченной версии. И пусть эта база немного выбивается из общего сюжета коллекции, но она точно окажется в виш-листах модниц по всему миру. Приз зрительских симпатий в который раз получает шуба Тедди. Особенно хороши оказались модели с плюшевым мехом Чебурашка в мятном, коралловом и сиреневом тоне. Эти образы, друзья, вы сможете увидеть ближе к середине показа. В стильных монохромных луках шубы дополняют очаровательные вязаные комплекты из теплого платья, длинных перчаток и шапочки. На подиум девушки выходили, накинув верхнюю одежду лишь на одно плечо, что давало отличный шанс хорошо рассмотреть весь ансамбль. Появлением в модном гардеробе на осень нарядов из парчи стало не только очередной отсылкой к прошлой эпохе. Ян Гриффитс словно решил намекнуть: пора бы уже наконец-то вылезать из спортивных костюмов и экспериментировать с роскошными тканями. А начать можно с жакета, широких свободных брюк или юбки с карманами. Мега популярный в предыдущих сезонах корсет теперь приобрел более мягкие очертания. Корсетный топ из кожи, меха, шерсти или стеганый идеально сочетается с тонкой, как паутина, трикотажной водолазкой. Чтобы подчеркнуть хрупкость и чувственность образа, стоит взять на заметку из новой коллекции платье бюстье. Акцент на осиную талию и скульптурный силуэт поможет сделать широкий корсетный пояс. У Макс Мара рекомендуют надевать его поверх платья, юбки, рубашки, теплого свитера. Что касается обуви, в целом она едина по форме, дизайну и отличается только по цвету. Это высокие ботинки на широкой подошве и с уникальной застежкой, где вместо шнуровки несколько креплений ремешков. Модный обувной ряд дополнили туфли-монки с такими же пряжками, которые лучше носить в паре с вязаными гольфами. Из ярких заметных деталей в стильном ансамбле я еще назову солнцезащитные очки-маска в пластиковой оправе, обязательно совпадающие по цвету с общим тоном монохромного образа.
Есть вместительные сумки цилиндрической формы, аккуратная черная лента бат, которой и в 18 веке тоже украшали прически. Интересная получилась коллекция. Она окружает волшебным теплом и буквально влюбляет в каждый модный наряд, заставляя нас с нетерпением ждать наступления не только золотой осени, но и даже холодной и порой суровой зимы. Смотрим, удивляемся, обсуждаем. Жду ваше мнение, мои дорогие зрители, в комментариях. Только не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Всем красоты и совершенства! Хорошего дня, приятного просмотра и светлого, солнечного настроения!